Рада приветствовать вас на своем канале. Снова или новых участников тоже рада приветствовать. По традиции я хочу поблагодарить и очень-очень благодарю всех за то, что вы остаетесь со мной, за то, что доверяете мне свои судьбы и за то, что оставляете комментарии, лайкаете мои видео, за то, что подписываетесь, за то, что ставите черненький колокольчик для того, чтобы получать мои видео постоянно и не пропускать ни одной минуточки для вас, возможно, ценной информации. Особая благодарность для тех, конечно же, которые финансируют этот канал, которые оставляют свою поддержку, понимая ценность этих видео в их жизни и ценность вообще данного направления для их самих. Я точно знаю, мои дорогие, что вам вернется в разы больше. Сегодня посмотрим такую тему, которую я бы хотела ввести в систему. Знаете как? Женщина всегда хочет знать все об отношениях на сегодняшний день. Что у нас сегодня, что между нами сегодня. Туда и мысли человека входят, да, партнера вашего, и чувства, и что он намерен делать. Вот давайте вот эту тему. Я очень сильно буду стараться действительно вести систему. Поддерживаете вы это или нет, потому что мы, женщины, народ интересующийся, постоянно что-то хотим знать. Вот. А мужчина такой парень, такой человек, из которого добиться вот этими всеми вопросами, мы просто его убьем наповал. Больше 3 вопросов мужчина не воспринимает вообще как там все перегруз. Понимаете как? Поэтому все вопросы, больше 3 мы будем задавать его подсознанию. Оно более лояльное к нашим вопросам, к нашим проникновениям в его жизнь. Поэтому, мужчина дорогой, не обессудьте. Сегодня мы будем задавать вам вопросы. Что касается мужчин, которые смотрят меня, дорогие мои мужчины, я очень ценю за то, что вы цените мою работу и остаетесь со мной. И точно знаю, что у вас получится перевернуть этот расклад под вас. Если для вас интересна тема действительно эзотерики, это просто круто, это очень большое развитие. Значит, вы умеете перевернуть эту информацию для вас, и я уверена в этом. Так, хорошо. То есть то, что касательно мужчин, я думаю, вы словите. Как себя вести, именно мужскую позицию, какую держать. Иногда я сарказмирую, конечно же, иногда иронизирую. Вот. Но, дорогие мои, не без этого, не без юмора в нашей жизни, поэтому тоже прошу это принять. Тоже касается мужчин, потому что в вашу же сторону идет сарказм. Вот. Я очень люблю вас, мои дорогие. Поехали. Итак, что у нас сейчас в отношениях? Представьте партнера, держите его за руку, посмотрите ему в глаза. Вдохнули, выдохнули, поехали. Давайте посмотрим тогда, в каких энергиях находится сейчас партнер. О, тут парень император. Мы о нем так много говорили, что он понял, что он император. Он император, а вы не уступайте ему. Вы жрица, вы ведьмочка. Он понимает, что он связался с непростой особой. В его голове та женщина, которая скрывает от него себя, скрывает от него свое истинное лицо, но опять же не как хитрая лисица, а как та, которая будто бы открыто себя ведет, но все равно есть некая тайна, такая сумасшедшая дерзкая загадка, которую ему прям очень хочется разгадать. Кто она, спрашивает он себя. Вот такой вот император, вот такие энергии сейчас у него. Здесь вообще крутой император, ну, девочки, я просто в шоке. Этот император, он подкачанный. Очень напоминает одного моего знакомого, вот просто случайно. Случайно, когда купила, я просто в шоке была, что вот здесь такой император. Вот так вот. Такого мужчины, да, такой мужчина как раз, он себя таким представляет. Вас он видит, девочки. Тут же, да, спросили, в каких он энергиях, в ваших энергиях. Я император, она моя жрица. Она та, которая сделала мою жизнь, какую-то загадку привнесла в мою жизнь. В каких энергиях, парень, ты находишься еще, скажи. Отшельник. 3 старших аркана, девочки. Что можно еще сказать о его энергетике сейчас? Он отшельник, даже находясь в обществе. Он думает о женщине, которая что-то явно, какую-то информацию для него держит закрытой. Возможно, держит просто закрытой себя. Он же является отшельником. Я часто объясняю старшие арканы, но здесь вот так четко показано. Отшельник, находясь даже в обществе, отшельник, даже находясь вот, просто в кругу каких-то друзей, может быть, там
разговор какой-то может вести спокойно, мило, непринужденно, но он чувствует себя одиноким, он чувствует себя самим тем отшельником, который, погрузившись в себя, думает о вас. Вы в центре его внимания, в центре его головы, ваша персона, ваше лицо, ваша загадка, ваша фигура, вы. Так, мужчина дорогой, что ты еще скажешь? Но посмотрите, он без вас, во-первых, страсть его к вам безмерная. А в своем одиночестве, в своем познании себя, внутренней части себя, да, внутренней души, своей души, он понимает, что вы для него страсть, вы для него та, которая разжигает эту искорку. Без вас, он, как вам сказать, бомж, без эмоций, без чувств. Ему холодно, ему одиноко. Он понимает, что вот раньше было, как там, за тем окошком, было все. А сейчас ничего нет. Сейчас холод, мороз, скука. Вас нет и ничего нет в его жизни. Так, ну что ж. Хорошо, покажите, пожалуйста, нам тогда. Это я попыталась объяснить вот ту ситуацию, в которой он находится. Покажите, пожалуйста, нам еще. Что это за отношения? Это тот вопрос, который нас интересует больше всего, да, девочки? Покажите, пожалуйста, что за отношения сейчас у этих людей, да, которые у девушки, которая смотрит на этого мужчину. Что сейчас в отношениях? Что это за этап? Что за процессы? Кто влияет на эти процессы? Что сейчас? Так, попадается нам тот же самый аркан. Пятерка пентаклей. Что нам говорят? Сейчас женщина взяла меч, либо просто проявляет холодность. Возможно, действительно вы как-то резко реагировали, но тут, по сути, я вижу, что просто проявление такой, знаете, четкой своей позиции, холодность. Жрица, да еще на фоне холодной королевы мечей, которая просто легко держит этот меч, разумно подходя к данной ситуации, здесь говорят, что вот именно ваша холодность играет сейчас большую такую значимую роль в вашей ситуации на сегодняшний день. Сегодня, может быть, ближайшие, там, допустим, плюс-минус 2-3 дня. То есть на момент вот сейчас ваша холодность как-то действует на человека, что ему действительно вот и холодно от этого. Прям он замерз. Но горячая его натура, естественно, пылает к вам страстью. То есть сквозь эту холодность человек прячет свою страсть к вам. Тут вообще говорят, то, что между вами, вы два человека, которые страстью горите друг к другу. Вы хотите этого начала, наконец-то уже как-то по-новому что-то начать. Хватит уже какую-то холодную войну вести. Вы оба понимаете, что пора бы вот эту холодную войну прекратить и начать что-то новое, свежее, какое-то действие сделать. Но вот к этому вот как-то сознательно вы уже где-то подходите. Так, хорошо. Давайте еще посмотрим на мысли о вас. Что же ты тогда думаешь об этой девушке, которую ты назвал ведьмочкой, которую ты видишь как жрицу, которую так высоко оцениваешь, вот такой загадкой? Скажи, пожалуйста, твои мысли о ней. Что у тебя в голове об этой женщине? Что в голове о ней? Но вы для него большая ценность. Но он почему-то думает, что вы от него закрыты, что вы что-то поставили на стоп и пока не хотите продолжать никакой беседы. Вы реально от него закрылись. Отвернулись, закрыли на что-то глаза. Но вы для него-то ценность. Посмотрите, по десятке пентаклей это такая самая большая ценность. Причем тут, знаете, как человек даже рассчитывает, что с вами можно что-то построить. Это союз. Это очень ценные отношения. Он говорит о том, что у него в голове. С ней можно построить. Я вижу, что эта женщина ценна для семейных отношений. Ценна для крепкого союза. С ней можно что-то выстроить.
Если это партнер по бизнесу, вот девочки, вдруг бывает так, что мы смотрим на мужчину, возможно, он думает, что с вами можно какую-то даже бизнес-империю построить. Но вы в его мыслях какая? Та, которая бы сказала: стоп, не сейчас, не могу, я закрыта от тебя. Вот такой он вас видит. Вы ограничили его, причем мечами, не жезлами, мечами. Вы сказали нет категорически. Какой ты ее видишь? Какой ты ее видишь? Угу, какие мысли? Да, видите, выходят мечи решительной. Та, которая отсекает. Вот сказала, как отрезала. Какой вас видит? Сомнительные какие-то, знаете, процессы здесь видны по Луне. Но тут нужно еще рассмотреть. Возможно, вот именно эти карты здесь объяснили эту Луну. Он не видит дальше пути. Он вас видит, да, но нечетко. Нечеткое такое, знаете, понимание вообще, какая вы, что у вас там за настроение, какие у вас переменчивость настроения, возможно, видит. Вы то одна, то другая, то решительная, то страстная, то веселая, то интеллектом блещете, да, то грубо с ним как-то ведете, может быть. Не знаю, насколько женщина может грубо вести, но как-то, возможно, что-то отвечаете не то, чтобы ему хотелось. То есть вы переменчивая. А по сути видит эти переменчивое состояние в чем? То вы действительно жестко отсекаете что-то, то вы страстью пылаете, пытаетесь прям прорвать его плотину, возможно, императорскую. Угу. Так, хорошо. Скажи тогда о чувствах. Какие чувства у тебя к этой девушке, которая смотрит сейчас этот расклад? Какие у тебя чувства? Что ты к ней чувствуешь? Чувства. Сколько старших арканов в начале нашего видео? Рыцарь Пентаклей. Он чувствует, конечно же, вашу ценность. Постоянно выходит тут больше жезлов, мечей и пентаклей, чем кубков, да? Чувства. В чувствах нет кубков. Это и старшие арканы, и пентакли. Вы большая ценность для него. Вы та, которая можете эту ценность ему предоставить. Но взамен того, что вы даете свою ценность, он должен как-то проявляться. Он понимает это, что свои какие-то мужские поступки он должен делать. А какие у мужчин поступки? Мужчины, напишите, пожалуйста, в комментарии. Какие-то поступки, возможно, вот ваши могут спровоцировать женское внимание. Или наоборот. Он понимает, что в чувствах вы ему по судьбе. И эта судьба от него настолько далекой кажется, что до нее дотронуться просто невозможно, до нее дотянуться невозможно. Вы далеко светите и холодным таким ярким светом. Очень далекая звезда. Может действительно проигрываться расстояние, но здесь играет роль больше холодность, потому что иногда расстояние не такая страшная штука, а вот холодность — это уже ментальное расстояние. Хотела посмотреть на дно колоды, здесь победа, ну, чувство. Завоевать вас хочет. Именно завоевать. То есть в данный момент вы себя ведете так, что ему хочется вас завоевать. Вот она, красотка, любимая женщина. Оп, она красивая, она манит своей красотой, красивая, и он влюбуется вами. Да что тут говорить? Человек открывает мессенджер, где вы там общались, либо ваши соцсети, он любуется этими фото, смотрит на вас и говорит: неужели она была моей? Неужели моя? Может быть, у кого-то так, а может быть так, потому что разный этап. Потому что там где-то точка маячила, опять пентакли выходили, да, выпрыгивал пажик пентаклей. Когда он думает о вас, он чувствует себя вот этим пажиком, да, который только что выскакивал из колоды. Да. Хорошо, чувства ты нам осветил. Хорошо, вот я бы еще о чувствах спросила, если можно. Скажи, пожалуйста, вот истинные какие-то есть такие кубки там где-то проглядываются, или там только вот то, что ты говоришь? Есть чувства к девушке?
Потому что ценность какая-то, да, тут присутствует. А что вообще с чувствами? Что ты чувствуешь к ней? Пожалуйста, попросили, я вам дал. Паш, ну все равно вы его ценность. Да, есть чувства, но тут, знаете, такие... Он еще не понимает, что он чувствует, потому что, ну, по пажу кубков здесь что-то легкое, возможно, какие-то романтика, вот романтичность такая у него присутствует, когда он о вас думает. Но все равно вы ценность. Что чувствует? Большущую ценность вашу, очень большую. А вот и все. А вот закрытая карта говорит нам о том, что дальше он даже сам не понимает, что он чувствует. Он чувствует, что вы ценны для него. Цены для него. Даже здесь пентакли на дне колоды показывают, что это те отношения, которые вот стоит над ними вот так корпеть и вытачивать каждую пентаклинку, чтобы складывать и потом гордиться, что вот такие отношения у вас есть. И пентаклевый король у нас проглядывается. Хорошо. Так, ну что ж, посмотрели чувства, посмотрели мысли, узнали, что это за этап отношений. А вот сегодня, скажи, вот в эти дни, что ты вообще ждешь от этих отношений? Вот сейчас, что ты ждешь от этих отношений? Шут начать заново хочет. Сейчас, если попадется, тогда еще больше подтвердится это. А так, по сути, да, человек хочет заново начать. Хочет заново начать, хочет строить отношения. Что он ждет? Ждет страсти, ждет наконец-то, что вы соединитесь вот в таком... Ну, тут, знаете, как просто постельная сцена, я так скажу. Вот этого он ждет. Он ждет страсти, он ждет постельной сцены. Была она у вас или нет, но человек сейчас именно этого ждет. Прежде. Тут так. Что ждет от этих отношений? В данный момент, вот в эти вот дня 3-4, да, ему вот именно об этом. Больше он ничего не ждет. Он ждет страсти, ждет секса. Возможно, хочет вам написать. Что ждет от отношений? Быстрого развития событий. То есть он хочет ускорить. Ждет, что нужно что-то создавать. Вот как-то работать над отношением. Он понимает это. И ожидания его именно такие, что из этих отношений можно что-то построить. Так, хорошо. Давайте еще посмотрим. Вот на сегодняшний день что-то есть, то, что тайное у тебя? Что-то в шкафчике твоем, там есть какие-то скелеты? Покажи, пожалуйста, что ты там скрыл от нее? На сегодняшний день есть что скрыть? Покажи нам, пожалуйста. Что ты скрываешь? Так, ну, возможно, когда вы от него отвернулись и повеяло холодом, он просто, знаете как, пошел развлекаться. Он держит вас в памяти, держит в голове. Но вот эти, дайте ему 3 дня, как говорится, я пошел с друзьями, куда он там, ну, тут, да, тройка кубков может быть все говорить, да, но тут какое-то веселье. А я бы хотела объяснить. Объясните. А он говорит, я же страстный мужчина, мне нужен секс. Да, здесь попытка усидеть на 2 стульях, сразу скажу. Так, немножко отсвечивает. Ой, девчонки и мужчины. Я прошу прощения. Это лампа, которая светит нам тут прямо в глаз. Давайте так. Ну, все равно будет светить же, правильно? Так, надо что-то по-другому будет придумывать. Да, здесь он как раз говорит о том, что я пойду развлекусь. Да. Может, он нас пугает, конечно. Ну, что ж, девочки. Думайте, я вам говорю, а вы, конечно, можете верить, а может нет. Так, хорошо. Еще объясняющую карту. Давайте объясним, что же это он имел в виду. Стабильность. Но ему нужен постоянный секс, он так говорит. Ему нужны чувства, ему нужна стабильность. Но вот такой поток пошел, да, потому что по 6 мечей это что-то все-таки
Что-то все-таки, знаете, уходящее, ускользающее в данный момент. Еще вариант, конечно же, да, такой легкий, лайт, например, потому что если это не брать, например, как другая женщина, да, то он думает о вас. То, что он думает о вас, то, что он хочет к вам, то, что здесь расстояние. Если вы точно знаете, что он не из таких, да, вот. Просто для успокоения я бы хотела, что еще такой вариант он точно может быть. Может быть, как вот 50 на 50. То есть он действительно хотел бы это расстояние как-то сократить и доставить вам праздник. Может быть. Вполне может быть. Потому что есть любовь. Он хотел бы быть замеченным, я бы так сказала. Но двойка кубков. Ой, двойка пентаклей. Но двойка пентаклей говорит о том, что он бы хотел. Возможно, это как игра. Играючи, так знаете, как-то что-то сделать. Вот. Но четверка жезлов говорит о стабильности. Ну, смотрите, у нас на дне колоды еще карта влюбленная, тоже говорящая часто о том, что рядом вот с этой тройкой кубков, двойкой пентаклей, картой шестерка мечей, говорящая об уходе, и карта влюбленные, говорящая не только о любви, о таких, знаете, возвышенных чувствах, говорит также еще о выборе, то есть о наличии третьего лица. Вот. Возможно, просто желание такое есть у него. Давайте заберем это. Вот. Поэтому вот какая информация сейчас зашла, чтобы я не объясняла дальше. А то сейчас как пойду в дебри. Так, хорошо. Но по королю кубков, я так скажу, так как вы, как сигнификатор, все равно королева кубков, да, максимально приближенная карта к вам, в моих раскладах, так это точно, то как король кубков, он как пара вам, он все равно думает о вас. Он бы хотел как-то, возможно, доказать вам, даже если вот вы заметите где-то с друзьями, либо кто-то вам передаст, вот, и в окружении какой-то женщины, может быть, то он хотел бы быть замеченным именно вами, ну, вот в данной ситуации, значит, чтобы вы, возможно, приревновали его, потому что королева жезлов может, кстати, и сыграть такую, как бы, карту, как именно как ревность женская. Поехали дальше. Еще совсем немножечко. Так, и мы заканчиваем. Что мешает в развитии этих отношений сейчас? Что мешает в развитии этих отношений? Скажи нам, о мужчина, на сегодняшний день. Как ты думаешь, что мешает в развитии этих отношений? Вы сама мешаете, представляете? Ваше легкое проявление и манипуляции мешают сейчас, на данный момент, вот на сегодняшний день в этих отношениях, говорит он. Сама женщина и мешает, сама моя любимая и мешает. Мешает ее поведение, мешает ее неправильное проявление, потому что она манипулирует, говорит. Вот так вот. А вот могло бы быть, понимаете как? Семья, хорошо. Ой. Вот видите, как выпадает вот такая пятерка кубков, говорящая о разочаровании, о том, что ему немножечко, ну, как-то так больно плаксиво сейчас от того, что происходит в этих отношениях. Что поможет в этих отношениях сейчас, на данную минуту? Вот я задаю эти вопросы два. Почему? Потому что была какая-то холодность, были отворачивания. Что поможет, по мнению мужчины? Как ты думаешь, что поможет в развитии этих отношений сейчас, на сегодняшний день? Успокоиться. Всем успокоиться, говорит. Стабилизировать. Четверка. И знаете как? Успокоиться, все стабилизировать и за ручку вместе двигаться с новой мощностью по жизни. Ну вот так. Движение. Именно движение, но не когда смотрят друг на друга и не идут, да, а когда повернулись в одном направлении и вместе шагают по жизни. То есть вот именно такая колесница. Движение, мощное движение.
И что ты собираешься делать для того, чтобы вот именно этот промежуток ваших отношений, этот этап ваших отношений завершился хорошо? Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Собирается делать, девочки, все как обычно. Мечтать, ждать. Так. Ну почему? Опасения какие-то. Вот он прячется за этими жезлами и не выходит. Уставший стоит, не знает, что делать. Просто отчаявшийся уже что-то делать. Возможно, если он делал, конечно. Мечтать о вас. Строить какие-то воздушные замки. Смотреть ваши фото до сих пор. И ожидать. И все. Ну а если она не будет проявляться, ты так и будешь вот ждать? Как долго ты собираешься так ждать, интересно? Что будет, если она не проявляется с твоей стороны? Разрушение будет. Он готов все разрушить. Давайте вот это разрушение голое закроем. Это башня. Что еще готов делать? Вы знаете, что он мне сказал только что? Девочки, не обижайтесь. Он говорит, что... Помните про 2 стула? У меня есть второй еще стульчик. Из прошлого, например, какой-то, да. То есть я могу сыграть на ее чувствах так, что позвоню, например, подруге, да, и прошлое какое-то, и мы куда-то с ней сходим. То есть он готов именно таким образом разрушить, если вы будете себя так холодно вести. Это реально так? Девочки, что-то мне так неприятно за вас стало, что я сейчас спрошу, это он реально так? Или он психанул просто? Вот истинно, что ты будешь делать, если девушка сама не проявится? Нет, девочки, вы знаете, он психанул. Потому что даже если он так и поступит, ничего особенно плохого он не сделает. Потому что страстью он говорит к вам. Вы его жезловая королева, а он ваш жезловый король. Как бы ни было ему сложно, он все равно пажиком к вам идет. Ну, знаете как? Он чувствует все равно то, что вы больше, масштабнее личность, да, чем он думает, когда он злится на вас. Вот. Шаги будут небольшие, потому что ему сложно. Он понимает, что страсти у него есть очень сильная к вам. Да, он пока будет висеть. Но все-таки что-то в нем такое затеплится, потому что вы-то ценность его. Шаги. Сложно ему шаги какие-то делать. Давайте вызовем на эти шаги. Нет, не решается. Не решается. Хорошо, скажи, пожалуйста, что тогда нужно сделать женщине, да? Ну и нужно ли? Давайте по мнению высших сил все-таки, да? Вот что они вам советуют делать? Потому что это он сейчас так думает, что он ничего не будет делать. Но высшие силы знают больше, правда? И как он поступит, они тоже знают больше. Как нужно вам себя вести в данной ситуации сейчас? Вот так вот. Заботиться о своей жизни, о своем пространстве, о своей, не знаю, есть у вас семья, семье, заботиться о своей семье. 2 девятки, десятка посередине. Растите до того, чтобы был какой-то... Покажите себя, что вы вот именно такая женщина, самая достойная, самая лучшая, что вы 9 пентаклей, что вы свой комфорт ни за что не променяете, что все вы делаете правильно, что каждое слово, пророненное вами, именно правильное, что каждое действие было до этого правильно, не жестко, мягко, по-женски, но вы, вот потому что здесь и кубки, и здесь женская карта, говорит о том, что именно своим мягким отношением, но стойким поведением вы показываете человеку, насколько вы ценная в его жизни. Вот так вот. Вот так вот. Вот и весь расклад. Интересный, ценный расклад для кого-то. Я буду благодарить вас за то, что вы досмотрели это видео до конца, за то, что были до самого победного и что услышали, возможно, ценные для себя советы. Дорогие мои, я желаю всем счастья, желаю всем такого умиротворения с собой, чтобы ваша личность развивалась еще больше, и пускай в этом помогают также и мои видео. Я буду прощаться с вами. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.